Приветствую вас на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь. Сегодня с вами свяжем вот такой двухцветный квадрат, который состоит в основе из круга с пышными столбиками и затем обвязан другим цветом для формирования квадрата. Для вязания возьму 2 контрастных нити, но можно вязать и однотонно этот квадрат. Начнем вязание с 6 воздушных петель. Замкнем их в круг. В середину этого круга мы будем с вами провязывать пышные столбики. Узор вяжется по принципу круга. Здесь в начале у нас только будет 8 пышных столбиков. Каждую шишечку мы будем формировать с вами из 3 накидов. Вытягиваем петлю. 1 накид. Вытянули. 2 накид. Вытянули ниточку и 3. Вот такая у нас шишка. Теперь мы с вами ее провяжем, захватим ниточку и протянем сквозь все петли на крючке. И сделаем еще одну воздушную петлю. Мы зафиксируем нашу шишечку. Далее продолжаем вязать вторую. 1 накид. Вытягиваем ниточку хорошо. 2 накид. И 3. Захватили нить, провязали все петли на крючке и сделали еще одну воздушную петлю. Повторяем это, вяжем 8 шишечек. Последняя 8-я воздушная петля и соединяем ее с 1 петлей ряда. Так как вязание у нас будет двухцветное, каждый ряд я буду обрезать нить. Берем второй цвет. Вот здесь мы с вами закончили вязание, соединили. Вот одна шишечка, вот первая, это последняя. Будем провязывать теперь между шишечками, между каждыми шишечками, в каждую эту дырочку по еще 2 шишечки. Я ввожу крючок, буду одновременно прятать вот этот хвостик, нить, тоже оставляю небольшой хвостик и вытягиваю петлю. Сразу вытягиваю длинную петлю для формирования шишечки. Вот эти хвостики будем сразу ввязывать в полотно. Вытянули. 1 накид. 2. 3. Провязали все петли и сделали одну воздушную. И сюда же между шишками 2 шишка. Накид. 2 накид. И 3. Провязали все вместе и воздушная петля. Между этими шишечками закончили вязать. Теперь переходим к следующей дырочке между шишками. Сделаем сразу накид. Вот здесь у нас есть место
Провязываем. Это у нас один был накид, второй, третий. Провязали все, что на крючке, и воздушная петля. И еще одна шишка сюда же. Накид. Один раз вытянули, второй, третий. Завершили. Продолжаем так вязать до конца. В первом ряду у нас с вами было 8 шишечек, во втором, соответственно, у нас получится 16. Провязали последнюю шишечку этого ряда. Вот так у нас все выглядит. И соединяем точно так же с первой петлей. И ниточку обрезаем. Можно подрезать нити, которые у нас остались от набора и первого ряда. Снова берем белый цвет и начнем с вами ряд между двойных шишечек. Точно так же хвостики сразу буду сзади ввязывать в полотно. Вытягиваю петлю, первый накид, второй, третий. Завершили воздушной петлей, и сюда же еще одна шишечка. У нас получилось из двойной шишечки также двойная. Следующую дырочку между шишками мы будем вязать только одну шишечку. Накид, второй накид и третий. Провязали все петли, завершили воздушной. А в следующую уже снова 2 шишки. В следующую дырочку одну шишку. В следующую 2. Повторяем так до конца ряда. Довязали ряд, также соединили с началом ряда, обрезали ниточку, наш круг готов, и теперь мы будем превращать его в квадрат. Беру контрастную нить, также розовую, начну делать обвязку между двойными шишечками. Сюда ввожу крючок, вытащу нить,
И провяжу сюда 2 столбика без накида. Раз и 2. Дальше 2 воздушных петли. Первые двойные шишки, вторые двойные шишки. Сюда будем провязывать следующие элементы. Подряд 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок между шишечками, провязываем 1 столбик с накидом. Сюда же вводим крючок, провязываем 2 столбик с накидом и 3. 3 воздушных петли. И еще раз сюда же 3 столбика с одним накидом. Готово. 2 воздушных петли. Идем к следующим двойным шишкам. Между ними вяжем 2 столбика без накида. 2 воздушных петли, следующие двойные шишки, и в них точно вот такой же элемент со столбиками, с одним накидом. 1, 2 и 3. 3 воздушных петли и еще раз 3 столбика. Повторяем. 2 воздушных петли, следующие двойные шишки, между ними 2 столбика без накида. 2 воздушных петли и снова столбики с накидом. Последние 2 воздушных петли и делаем соединение с первым столбиком. На этом нить обрезаем, прячем, и наш квадрат готов. Такие квадраты мы с вами сегодня научились вязать. Если вязать их из пряжи потолще, соответственно, квадраты у нас будут пухлее. Можно использовать для пледов, для одежды бабушкиными квадратами, для сумок, в общем, для чего угодно. Можно вязать однотонные, можно цветные, можно вязать каждый ряд совершенно другим цветом и делать обвязку тоже какую-то единую или другим цветом. Можно соединять эти квадраты после, либо сшивая их, либо соединяя их в процессе, вот в этих местах, например, и где столбики без накида. В общем, разное количество применений. Выбирайте, какие цвета вам нравятся, выбирайте, какой размер вам нравится, вяжите какую-то интересную вещь. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Если впервые, подписывайтесь на канал. Также заходите в гости на канал на Дзене. Там есть не только видео, но и интересные статьи, посты и короткие ролики с полезной информацией. Я оставлю ссылки под видео в описании. Увидимся скоро в новых уроках. Всем пока!